Здравствуйте, друзья! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по самым высоким местам нашей планеты. Поднимемся на вершины, где воздух разрежен, а склоны завораживают своей красотой и неприступностью. Вы когда-нибудь задумывались, как это — стоять на высоте более 8000 метров над уровнем моря? Или видеть мир с высоты птичьего полета, где облака кажутся близкими, а вершины гор — недосягаемыми? В этом видео мы познакомим вас с величественными горами, которые привлекают альпинистов и туристов со всего мира. На планете существует 14 так называемых восьмитысячников, вершин, высота которых достигает более 8000 метров над уровнем моря. В этом видео мы расскажем о 10 самых высоких пиках, таких как Эверест и К2, а также откроем для вас менее известные, но не менее впечатляющие места. Подготовьтесь к захватывающим приключениям, удивительным фактам и невероятным видам. Но перед тем, как погрузиться в мир высоты и красоты, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь усаживайтесь поудобнее и поехали! Аннапурна-1. Гималаи. 8091 метр. Аннапурна – это целый горный массив, который принадлежит Гималаям. Он расположен в центральном Непале и тянется на 55 километров. Его высшей из вершин является Аннапурна-1, 10-й по высоте восьмитысячник мира. Согласно данным исследований, Аннапурна растет. В 2015 году в результате непальского землетрясения гора уменьшилась на 20 сантиметров. Аннапурна-1 считается одной из самых опасных гор. По состоянию на 2022 год уровень смертности среди альпинистов за все время восхождения достиг почти 22%. Основная опасность заключается в сходе лавин. Тем не менее, именно Аннапурна стала первым восьмитысячником, на который поднялся человек. В 1950 году успеха добилась французская экспедиция. Теперь давайте опустим негативные характеристики и посмотрим на пейзажи. Они прекрасны. Путь на вершину усеян ледниковыми озерами и нетронутыми уголками дикой природы. А еще там встречается большое разнообразие флоры и фауны. Нанга-Парбат, Гималаи, 8125 метров. Вершина находится на контролируемой Пакистаном территории Кашмира. Наряду с Аннапурна-1 это один из самых опасных восьмитысячников мира со смертностью 21%. Покорителей ждут внезапные лавины и штормы, туманы и бураны. Все потому, что Нанга-Парбат находится на западе Гималаев и граничит с равниной, где царит довольно жаркий климат. Теплые и холодные воздушные массы сталкиваются и становятся причиной резкой смены погоды, поэтому большую часть года вершина остается неприступной. А для того, чтобы ее покорить, требуется высочайший уровень подготовки и наличие внушительного количества профессионального оборудования. Первое успешное восхождение на Нанга-Парбат совершила немецко-австрийская команда альпинистов в 1953 году. До этого вершина унесла жизни более 30 экстремалов. Манаслу, Гималаи, 8163 метра. Манаслу находится в Гималаях и входит в состав горного массива Манасири-Гимал, который расположился на севере центральной части Непала. Вершина имеет второе название – Кутанг, которое переводится с санскрита как «гора духов». Непальцы верят, перед восхождением обязательно нужно получить разрешение старейшины, чтобы избежать неприятностей, хотя это не обязательно, ведь Манаслу – это один из самых технически легких восьмитысячников мира. Тем не менее, не стоит обольщаться, восхождение на 8000 метров не может быть простым. Вершину Манаслу впервые покорили альпинисты японской экспедиции в 1956 году. В 1998 вокруг горы был образован одноименный национальный парк, внутри которого сейчас проходит пеший туристический маршрут. На сегодняшний день на вершину проложено 10 маршрутов разной сложности. Джаулагири-1, Гималаи, 8167 метров. Горный массив Джаулагири располагается в центральной части Непала в районе Джуала-Гимал. Его образуют 11 вершин, самая высокая из которых – Джаулагири-1. Джаулагири-1 – 7-я по высоте вершина планеты, что славится своей крутизной по всем направлениям.
С 1808 по 1832 год она считалась высочайшей горой мира, а потом дольше других восьмитысячников не пускала к себе на вершину альпинистов. Джаулагири-1 представляет собой четырехгранную пирамиду. Гора отличается обрывистыми склонами с висячими ледниками на востоке и юго-востоке, а также заснеженными участками на западе. Технически это сложная вершина, где экстремалов ждет передвижение по трудному рельефу, сильнейшие ветра и риск схода лавин. Первое успешное восхождение на Джаулагири совершила швейцарская команда в 1960 году. Альпинисты поднялись по северо-восточному гребню, проложив классический маршрут, который используется по сей день. Чоойо, Гималаи, 8201 метр. В Гималаях в 20 километрах к западу от Эвереста на границе Китая и Непала расположилась шестая по высоте вершина мира – гора Чоойо. Относится к горному хребту Махалангур-Химал и входит в состав массива Эвереста. Несмотря на свою высоту 8201 метр, среди остальных она считается простейшим восьмитысячником. Чоойо предлагает наиболее простые условия для подъема. Здесь нету трещин, камнепадов и высокой технической сложности. Тем не менее, главным фактором риска здесь остается вероятность застать лавину. Общий процент смертности по отношению к успешным восхождениям составляет около 1,5%. Восхождения совершаются со стороны Тибета. Со стороны Непала очень сложная южная стена, которую покорить удалось немногим. В 1954-м первовосходителями стали австрийские альпинисты вместе с непальским шерпой. Экспедиция открыла самый безопасный маршрут восхождения на вершину, который позже стал классическим. Макалу, Гималаи, 8485 метров. Следуя по самым возвышенным пикам, переходим к Макалу, который по праву занимает 5-е место в списке снежных гигантов. Гора расположена в 22 километрах к юго-востоку от Эвереста, в восточной части хребта Махалангур-Гимал, в центральных Гималаях на границе Непала с Китаем. Уединенный пик напоминает четырехгранную пирамиду. Название Макалу в переводе с китайского означает «черный великан», ведь на крутых склонах горы снег долго не задерживается, поэтому издалека она выглядит черной. Пики Макалу считаются одними из самых опасных из-за узких краев и глубоких сугробов. Восхождение на эту вершину требует опыта и профессиональных знаний в сфере скалолазания. Гора была известна европейцам уже во второй половине 19 века, но первыми на нее взошли американцы лишь в 1950-х годах, то есть почти через 100 лет. Дело в том, что Макалу долгое время находилась в тени Эвереста, и мало кто из альпинистов мечтал ее покорить. Лхотзе, Гималаи, 8516 метров. Четвертый по высоте восьмитысячник мира расположен на границе Непала и Тибета. Гора Лхотзе отделена от Эвереста перевалом Южное Седло и расстоянием всего в 3 километра, из-за чего ее называют младшим братом Великой горы. Лхотзе имеют форму трехгранной пирамиды с выраженными южной, восточной и западной стенами, разделенных протяженными гребнями. Помимо главной и самой высокой вершины в восточном гребне выделяют еще две вершины Лхотзе, высотой превышающие 8000 метров. Главная вершина, а в особенности ее южная стена, страшная и опасная для альпинистов. На ней многие сильнейшие восходители сдавались и уходили ни с чем, а некоторые из великих альпинистов погибли. Из всех попыток восхождения на Лхотзе успехом увенчались лишь 25%. Первопрохождение главной вершины совершила швейцарская экспедиция в 1956 году. При этом средняя часть горы оставалась самой высокой непокоренной точкой на Земле до 2001 года. Канченджанга, Гималаи, 8586 метров. Горный массив Канченджанга является частью Гималаев. Он расположен на границе Индии и Непала, в отдаленном, диком и труднодоступном регионе. Горный массив состоит из 5 вершин, 4 из которых превышают 8000 метров, и самой высокой из них является Канченджанга главная, достигающая 8596 метров. До 1852 года эта вершина считалась самой высокой горой в мире.
Канченджанга имеет достаточно высокую статистику смертности при восхождениях – около 22%. Впервые покорить вершину удалось участникам британской экспедиции в 1955 году. На сегодняшний день на Канченджангу проложено 11 популярных у альпинистов маршрутов восхождения. Интересно, что в Непале существует поверье, что это гора-женщина, которая не пускает и убивает всех женщин, пытающихся на нее подняться. И действительно, только в 1998 году англичанка Джинет Харрисон стала первой и единственной женщиной, успешно покорившей Канченджангу. Чогори, Каракорум, 8614 метров. Чагори, К2, Дапсанг и Годуин-Остен. Такие названия носит вторая по величине гора в мире и единственная из 10 самых высоких гор, которая расположена в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая. Помимо этого, Чагори получила еще и прозвище «Дикая гора» и «Гора-убийца». Как думаете, почему? За славу самого сложного восьмитысячника. Условия восхождения на гору настолько экстремальные, что считаются еще более опасными, чем на Эвересте. Здесь нет легких путей подъема, крутые скально-ледовые склоны и мощный снежный покров, обычно плохая и очень холодная погода. Чагори впервые была обнаружена европейской экспедицией в 1856 году и была обозначена как гора К2, то есть вторая вершина Каракорума. Первое успешное восхождение на Чогори осуществила итальянская экспедиция в 1954 году. К августу 2022 года на вершине побывали 700 человек, и еще 96 погибли при попытке восхождения. Джомолунгма или Эверест, Гималаи, 8848 метров. Даже школьник знает ответ на вопрос, какая самая высокая гора в мире. Конечно, Эверест. Название Эверест превалирует в научной среде и альпинистском сообществе. На непальском языке гора называется Сагарматха, а в китайском Тибете – Джомолунгма. Эверест расположен в Евразии, в горной системе Гималаи. Гора имеет форму массивной трехгранной пирамиды. Южный склон самый крутой. Там не удерживается даже снег. Южная вершина высотой 8760 метров находится на границе Непала и Китая. А самая главная вершина, 8848 метров, формально располагается уже на территории КНР. Эверест сформировался 60 миллионов лет назад благодаря толчкам индийской и евразийской тектонических плит. Первое восхождение на высоту 8848 метров было осуществлено с Непала в далеком 1953 году сэром Эдмундом Хиллари и шерпой Тенцингом Наргеем. С тех пор покорить эту вершину получалось далеко не всем альпинистам. Сам маршрут является очень сложным, а повышенное атмосферное давление и разреженный воздух, которым тяжело дышать в течение долгого времени, становятся дополнительными препятствиями. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Обязательно делитесь с нами в комментариях, хотели бы вы побывать в одном из самых высоких мест на планете. Если да, то вершину какой горы вы мечтаете покорить?